Любая попытка стать аудиофилом может закончиться плохо. У вас не останется денег, и вы все равно не будете удовлетворены. А вот я удовлетворен. На пальцах та приблуда, которую вы сейчас видите, комбайн ЦАП плюс усилитель. 2 в одном. Ей нужно отдельное питание. Через RCA она может работать только как усилитель, без ЦАП. Чтобы работал как ЦАП, нужно использовать входы USB, коаксиал и оптику. Выходная мощность 1,5 Вт на 32 Ома. До 300 Ом раскачает любые наушники. У версии Pro относительно обычного K5 появился ЦАП. Tube 686, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Любой комментарий. Условия и мои контакты в описании, в прикрепе мой телеграм-канал со скидками и промокодами на Алиэкспрессе. Скоро Черная пятница. А сегодня я расскажу вам о настольном ЦАПе усилителе FIA K5 Pro. Упаковка приличная, без деревянных коробок и особых изысков, выглядит красиво. Пришла посылка менее чем за месяц в мою тьму таракань. Покупал на Али, даже не на сейле. Разумеется, по советам своих знакомых аудиофилов. Отзывы — это хорошо. Спасибо за совет, Валерии. На упаковке основная информация. Вес 436 граммов, размеры 120 мм на 130 и на 55 мм. Комплект. Внешний блок питания, провод питания со штекером, соответствующим стране, в идеале. Если брать на Али, стабильно вилка UK. Переходник присылают, но убогий. Запасные самоклеющиеся силиконовые ножки, USB кабель, заглушка для оптического, SPDIF, адаптер для 6 мм разъема, блок питания с довольно длинным кабелем, немного греется. USB кабель довольно короткий. Если не использовать стабилизатор напряжения или UPS, скорее всего вы будете слышать белый фоновый шум. Адаптер необходим, чтобы подключать наушники с мини-джеком на 3,5 мм. Остальное в принципе и так понятно. Выглядит по мне эта штуковина в меру аскетично, металлический черный корпус и все. Все элементы управления на двух гранях. С фронта находится два переключателя, первый отвечает за выбор входа, второй за изменение коэффициента усиления. 3 уровня, что весьма удобно. Также там находится регулятор громкости внутри многоцветного индикатора. Кстати, не забудьте прочитать инструкцию, пусть она и на английском языке, она довольно понятна. Регулятор сделан гибридным, сопротивление аналогового потенциометра переводится в цифровой вид и передается на микросхему. Шум при регулировке отсутствует. В нулевом положении регулятор выключает устройство. Кольцевой индикатор довольно умеренной яркости, цвет указывает на разрешение сигнала, поступающего на вход устройства. Есть 3 цвета: обычный, Redbook, высокое разрешение и DSD. Также здесь находится выход на наушники. Это обычный разъем на 6,3 мм. Сразу на пальцах, по сравнению с разъемом AUX в материнской плате вашего компьютера или ноутбука, если у вас нет отдельной аудиокарты, разница очень значительная. Мощность решает все. Во всяком случае, если вы не аудиофил, а просто хотите громко и хорошо. Звук очень заметно становится детальнее и чище. При этом не появляется никакого окраса, а все уходит в натуральность. Гейн на 3 опции для телевизора и ноутбука. Рабочий диапазон от 9 часов до 3. Если ставить гейн в первую позицию, то качать начинает только с 3 часов примерно. На тыльной стороне входы-выходы, питание, USB, оптический и коаксиальный, а также линейный вход и выходы, сделанные в виде пары RCA каждый. Он может быть и чистым ЦАПом, и усилителем, как вы уже поняли, этот комбайн. Трехступенчатый переключатель коэффициента усиления позволяет ему хорошо себя чувствовать с большинством внутриканальных наушников. Гиперчувствительные модели могут иметь, конечно, фоновый шум, но для них нужен отдельный аттенюатор, это и так все знают. И разумеется, это совсем другая история. Воспроизводить музыку можно как с плеера, но в любом случае используется ЦАП плеера, так и с мобильного телефона. Также, конечно же, с компьютера или ноутбука. Я буду использовать с компьютером. Работает с Windows с фирменным драйвером, скачивать его просто из интернета. Также он может работать с телефонами через USB аудиоплеер. Достаточно скачать драйвера. Громкости хватает с приличным запасом на самом низком положении переключения Gain. Драйвера устанавливались без проблем, все работает, все играет. Звук шикарен. По отзывам, это чудо бесподобно раскачало Bayer Dynamic Custom Studio на 80 Ом, изодинамические наушники Fostex T40RP, Sennheiser HD 650 на 300 Ом. Все мои проводные наушники без проблем отрабатывали на отлично. Вообще не понимаю теперь, как я жил без него. Теперь и проводные One More за $200 не кажутся выброшенными на ветер деньгами. И Hifman RE600 заставляют задумываться над тем, как далеки проводные наушники от ТВС. Да даже TRN VX показывают такую детальность, что язык их бюджетниками назвать не повернется. По звуку. Бас плотный, без лишних акцентов. Разрешение отличное. Глубина низких частот просто удивляет. Средний, отличный баланс между макродинамикой и микроконтрастом.
контрастом. Объем передается отлично. Верхние частоты с хорошим разрешением, с естественными атаками и естественным затуханием. Цена по ссылке в описании к видео в среднем на Алиэкспрессе на 20% дешевле, чем в России в любом магазине. Притом на распродаже можно купить с купонами и на процентов 30 дешевле. Промокоды в Черную пятницу 23 числа, как всегда, буду скидывать в свой телеграм-канал по ссылке в описании к видео. Как вы помните, там и именные промокоды тоже, а также достойные товары по хорошим ценам. Резюмирую, если вы меломан, вы знаете, что с этой штукой делать. Мой вердикт: она супер для наушников до 300 Ом и людей, которые не воспринимают аудиофильское плацебо, но любят хороший натуральный звук. Покупайте еще подобное? Если да, пишем в комментариях. Подписывайтесь с колокольчиком, ставьте лайк за труды, девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.